У моей соседки паника, уставший и заплаканный вид. Недавно она пригласила меня в гости, хотела поговорить. Ее история такова. Она с мужем, им около 60 лет, и уже взрослыми детьми переехали из другого региона в Москву. Муж – удачный бизнесмен. Смог наладить свой бизнес и здесь. Купил жилье себе и детям. Она не работала очень давно. Муж предложил ей не работать, а заниматься домом, и она охотно согласилась. Сначала заботой были дети, потом они выросли и разъехались. Все внимание она отдавала любимому мужу. Я часто ее видела, встречались на улице, она выходила из машины с пакетами из супермаркета или из рынка. Пробегая мимо меня, порой хвасталась, что вот удачно купила на рынке сегодня разных овощей и мяса. Бегу готовить обед и кормить мужа. Хочу сказать, семья не нуждалась в деньгах. Было все и даже больше. У соседки был свой шофер и своя машина. Она могла пользоваться средствами мужа без ограничений. Немного опишу внешний вид соседки. Я ее всегда видела, как мне казалось, в одном и том же. В растянутой белой футболке и с дулькой на голове. Все. Это был один и тот же ее прикид. Я еще всегда думала, почему она в одной и той же футболке? Может, мне так казалось, и тематика остальных футболок была такой же? Набравшись храбрости, как-то спросила, почему она в одном и том же и на голове легкий хаос. На что она ответила, что ей некогда, полно разных дел, да и не в этом ее женское счастье. И вот на днях я услышала такое. Муж молча собрал вещи и ушел, не объясняя ничего, просто взял и ушел. В один прекрасный момент ему стали не нужны ни стопочкой выглаженные рубашки, ни аккуратно повешенные на вешалку брюки, ни сваренные щи с мясом. Соседка в шоке. Для нее рухнул ее привычный мир. Она не знает, как без него дальше жить. А он ушел к более молодой. Может, там не варят так вкусно борщи, не гладят вещи тщательно, но в том другом, ему новом, он нашел наверняка то, чего ему не хватало в прежней семейной жизни. Моя соседка втайне надеется, вдруг он вернется. Откроет своим ключом дверь или позвонит по телефону. Это слово «вдруг» дает ей надежду. Правда, это «вдруг» может длиться годами. Эта женщина – человек, который служил мужу. Что ей посоветовать в такой ситуации? Да просто жить дальше, и желательно с удовольствием. А вы как считаете, что бы вы посоветовали ей?